Всем привет! В сегодняшнем видео продолжим разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6. В сегодняшнем видео я хочу создать механику перепрыгивания через препятствия, такую, как во многих играх, может быть, вы видели, например, в Resident, ну и в принципе и в Silent Hill, практически в большинстве Survival Horror есть такая механика, когда мы подходим к препятствию, к определенному, нажимаем кнопку взаимодействия, и персонаж перепрыгивает через такой предмет. В этом видео я хочу создать эту механику. Напоминаю, что страница игры доступна в Steam, поэтому не забывайте переходить по ссылке и добавлять игру в виш-листы. Релиз игры намечен на конец этого года. Ну и также вкратце покажу итоги прошлого видео. Мы тогда переделывали механику взаимодействия. Я настраивал кнопки, которые будут появляться, когда мы будем подходить к определенным объектам. Например, я подхожу к фотоаппарату, появляется такая кнопка. Если я смотрю на нее близко, она появляется. Если я отворачиваюсь, то она исчезает. Также можно подойти к другому предмету, к фонарику, например. К запертой двери, с которой можно взаимодействовать, появляется эта кнопка. Если ее попытаться открыть, срабатывает триггер. Триггер попытки открытия запертой двери. Точно так же она сработает, если в нее стукнуться, но только один раз. Как мы видим, вот это все связано с системой квестов, то есть тут появился квест. Также на карте появляется отображение, то есть вот у нас закрытая дверь. Допустим, если сейчас подбежим к аптечке. Вот аптечка появилась на карте, ее можно взять. Также немножко переделал эту комнату, немного добавил ей уюта, можно так сказать. То есть я добавил в свой BP Room конструктор еще один тип отверстий в стенах. Это отверстия для окон. Соответственно, сами статик меши окон тоже сделал и занавески. Также работает вот с ключом, с сейфом. То есть можно также подойти к сейфу, потыкать в него. Все это работает, взаимосвязано с системой сохранения и карты. Так, ну и давайте начнем с создания механики препятствий. Похожая механика у меня уже одна есть. Если вы не видели это видео, это BP Gap. Так, я сейчас найду ее. Она у нас находится где-то здесь. Вот она. То есть, когда я начинаю здесь... Давайте я попробую отсюда начать. То есть, когда я подхожу к этому... Так, что-то не то сработало, где-то не там мы начали. Давайте я еще раз попробую. Ну-ка, давайте попробуем еще раз. Да, то есть, если я подхожу к этому блупринту, держу клавишу вперед, либо если я играю на геймпаде, то почти вперед, да, то есть там небольшая погрешность закладывается. Если я иду и подхожу близко, проигрывается вот такой вот анимонтаж, и игрок проходит через препятствие. Но отличие от этой механики будет в том, что это не будет происходить автоматически, а мы будем нажимать кнопку взаимодействия, да. То есть, как вы видите, у меня уже есть метахьюманы. То есть я по нажатию на клавишу 1 могу переключаться между персонажами. Так. Ну, в целом, давайте начнем. То есть я просто сейчас буду по аналогии создавать такой же блупринт, практически такой же. Где-то что-то буду из него подглядывать, копировать. Поэтому я его сразу открою, чтобы у меня он был под рукой. Так, ну и давайте... Так, это у нас папка здесь Squeeze. Я пока не знаю, как называть эту папку. Прыжок. Ну, давайте пока создадим новую папку здесь. Давайте я пока просто напишу ее. Назову ее Jump. Потом подумаю, как правильно назвать. И создаем новый blueprint на базе актора. Тоже пока что пускай будет BP Jump. Потом я еще подумаю, как назвать. Так, открываем. Давайте для визуализации добавим ему static mesh. Пускай это будет какой-нибудь куб. Конечно же, впоследствии он будет заменен на какой-нибудь другой. Так. Теперь давайте я его приподниму. И давайте вытащу куда-нибудь на сцену. В подуровень Interaction, то есть пока что все объекты, с которыми можно взаимодействовать, у меня находятся на одном подуровне. А потом, когда я решу, как их правильно раскидать, я их раскидаю, конечно же, по разным уровням, подуровням. Давайте я куда-нибудь сюда его поставлю. Да, давайте куда-нибудь сюда. Так, давайте сделаем так, чтобы он всегда был у нас
по оси Z в положении 0, так, чтобы я потом мог static mesh по нему тоже ориентировать правильно, располагать. Ну и, конечно же, чтобы потом можно было высоту регулировать и так далее, да? Так. Здесь пока что слишком высоко поднял. Давайте вот так сделаем. Вот, ну, примерно вот такой вот, пускай он будет у нас высоты. И ширины давайте растянем его на весь коридор. Развернем. Ничего страшного, что он пока что у нас сильно широкий. Нам главное по высоте сейчас все скоординировать. Так, теперь, что нужно сделать, да? Теперь нам нужно добавить сюда виджет наш. Давайте я буду просто копировать его из других булпринтов, чтобы заново его не настраивать. Допустим, давайте из BP Master Item копируем его. Так, виджет. Потом этот Actor Component, который у нас управляет появлением и исчезновением виджета. Ну и Box Interaction, да, то есть тот бокс, в который, если мы будем попадать, будет появляться этот виджет. Сразу назову его, как везде, чтобы потом не путаться, Box Interaction. И сразу назначу ему коллизии. Именно, чтобы он у нас World Dynamic, Static блокировал. Нет, не блокировал. Точнее, вообще он все должен игнорировать, но должен реагировать только на Palm и Overlap. Так, и давайте, он должен у нас быть с двух сторон, так как через препятствие можно будет перепрыгивать с двух сторон. Далее на Construction Script нужно сделать вот такую вот вещь. В прошлое видео это не попало, потому что я потом немножко доделывал Actor Component, то есть всю логику, связанную с виджетом взаимодействия, я перенес в Actor Component, но так как Actor Component не может хранить в себе визуальные компоненты, то есть ему нужно передать при создании ссылку на виджет наш, который будет включаться и выключаться, и также передаем ссылку на хозяина. То есть Blueprint передает самого себя Actor компоненту. А если еще точнее, то именно здесь передается массив, а не один актор, потому что, например, есть у меня такой Blueprint, BP Base Container, он при спауне может дополнительно спаунить еще и дочерние акторы. То есть, смотрите, здесь есть переменная, он пробегается по этому массиву и спаунит BP Master Item, вот этот вот, внутри себя. Записывает их в массив и потом передает Actor компоненту. То есть, чтобы когда мы подходим к контейнеру, то есть тут такая немножко сложная система, давайте я ее сейчас... Так. Так, что не так? Widget Interaction. Ну потому что мы его не переименовали. Вот, да, что ты будешь делать? Давайте я просто сейчас его удалю. Тут два раза виджет написано, да? Ну хорошо, пускай так будет. То есть такая немножко сложная система была, на первый взгляд, но в целом ничего сложного. То есть смотрите, вот он у меня base контейнер, то есть это родительский контейнер, но он при спауне, при begin play спаунить еще внутри себя может несколько еще мастер айтемов спаунить. И поэтому здесь нужно, line trace нужно знать, куда именно он попадает. Точнее, он сам поймет, куда попадает, да, но данные передает именно родительскому элементу, нашему base контейнеру. А контейнер уже внутри себя определяет, в зависимости от того, в какой компонент мы попали, он определяет уже, где виджет показать. Ну, в общем, такая немножко запутанная логика получилась, но в целом работает. Ну и поэтому здесь именно передается массив. Вот, так, то есть это базовая такая настройка. Потом здесь у нас нужно настроить onBegin overlap и start overlap. onBegin overlap и end overlap. Также я могу, так как я это все сделал универсально, то есть я всю логику перенес в Actor Component, я могу просто вот это все скопировать. Давайте удалим и вставить. Единственное, что нужно подогнать некоторые переменные, возможно. Так, давайте тик уберем. Это уберем. Так, кстати, сразу тики все отключим.
ненужные. Так, этот blueprint у вас тикать не будет, поэтому мы запретим ему тикать. Так, ну и переменные из child это убираем, это не нужна, это не нужна. Так, и из interactable, то есть interactable у нас всегда будет, поэтому взаимодействовать с этим препятствием можно будет всегда. Так, ну и соответственно, так, что мы еще здесь подаем? Overlap actor, да, то есть только того, кто пересек бокс. Так, давайте смотрим, что еще. Так, это убираем. Здесь ставим true. Компилируем. Ну и осталось только сам виджет немножко приподнять. Давайте вот так приподнимем. Так, ну и давайте попробуем запуститься и посмотрим, появляется ли у нас виджет. Бежим к нашему препятствию. По-хорошему, когда я буду подходить сюда, должен появиться виджет, но пока ничего не произошло, скорее всего, я не подключил коллизии. Точнее, не настроил ответ, чтобы этот бокс, этот меш реагировал на interaction. Вот так. Так, давайте запускаем. Тоже пока нет. Так, ну давайте через SprintString проверять. Где-то что-то, видимо, забыл подключить. Либо бокс. Нет, все правильно, я думаю. Кастомные ивенты, да, мы забыли здесь переподключить. Так, это у нас интерфейс, Show Interaction Widget, то есть мы забыли подключить здесь интерфейс. Так, подключаем BPI Interaction. И теперь нам нужно вот эти вот Show Interaction Widget и Hide Interaction Widget. Теперь подключаем эти события сюда, сюда. Это удаляем. Так, единственное, нужно посмотреть еще компонент. Нужно ли нам передавать? Нет. Компонент передается только в base-контейнере. Потому что LineTrace, ему нужно узнать, в какой именно компонент попал луч от LineTrace. И тогда он уже решает, где именно показать виджет. Так, ну давайте попробуем еще раз. Тоже пока что нет. Ну, теперь уже точно. Давайте смотреть. Так, бокс. Begin overlap. Так, давайте я здесь буду показывать через SprintString. Show widget. Точнее, здесь еще нужно прописать эту функцию, скорее всего, из-за нее не работает. Так, ну и давайте я player start куда-нибудь поближе перетащу. Вот теперь появляется виджет. Когда я на него не смотрю, он исчезает. Если я отхожу далеко, он тоже исчезает. Вот. В целом логика работает. Так, printString можно убирать. Теперь нужно настроить действие, то есть, что когда мы будем взаимодействовать с предметом, то есть мы нажимаем клавишу взаимодействия, и у нас игрок отправляет вот это сообщение нашему BPJump Interact. Что должно будет происходить? Ну, то есть тут ничего, в принципе, сложного. Мы должны будем перетащить персонажа из одной точки в другую точку, да? Также, как у BPGap. Давайте посмотрим. То есть у нас здесь была стартовая точка. Так, вот squeeze start overlap. То есть у нас тут логика была персонажа в основном. Здесь мы только передавали данные о том, где находится этот бокс. В принципе, можно точно так же поступить, да? То есть просто передавать координаты персонажу, а он уже будет выполнять свои там анимации, то есть чтобы не привязывать этот blueprint к персонажу, чтобы не делать касты, не делать интерфейс, то есть мы будем просто такие же создадим ноды. Давайте я здесь, получается, это у нас BPI Squeeze. Вот либо мы будем использовать новый интерфейс. Да, скорее всего, давайте новый интерфейс создадим.
Назовем его BPI, пока что тоже jump. Так, давайте скопируем, точнее не скопируем, посмотрим, какие параметры мы здесь передавали. Мы здесь передавали точку старта, то есть где должна начаться анимация, где должна закончиться анимация, и Z. Z, если честно, это, по-моему, это, да, поворот. То есть поворот по мировым координатам. То есть мировой поворот по оси Z, вот так. В принципе, можно эти функции скопировать сюда и просто их переименовать. Так, squeeze start overlap. Давайте переименуем на jump, чтобы потом не путаться. И здесь тоже переименуем на jump. Эту функцию мы удаляем. Так, в принципе, те же самые параметры будем передавать практически. И давайте сразу же персонажу подключим этот интерфейс. Заходим в класс Settings и добавляем еще один интерфейс BPI Jump. Compile. Так, теперь у нас есть, по-моему, отдельный граф для вот протискивания, да? И также мы создадим отдельный граф, да, для перепрыгивания через предметы. Так, и давайте теперь давайте в категорию отдельную перетащим эти два события, чтобы их долго не искать здесь. Так, ищем, открываем вкладку интерфейсы. Вот они, эти два события. Squeeze Start Overlap и точнее не Squeeze. Почему Squeeze, если... я не там их перенес, да? Так, давайте здесь менять на Squeeze. И здесь на Squeeze. Так, по-разному написал, да? Давайте я сделаю чуть-чуть покрупнее. Вот, здесь нужно было переименовать в Jump. И здесь. Так, но мне почему-то, мне интересно, почему эти события создались как новые. Так, давайте смотрим еще раз. Squeeze Start Overlap. Мы отправляем персонажу. Target Player Character. Давно уже делал этот blueprint и, по-моему, я запутался. Потому что они как будто бы, видите, заново создаются, они как будто бы неопределенные. Давайте проверим, не сломалось ли у меня сейчас чего-нибудь. То есть по-прежнему ли работает у меня эта механика. Хотя вроде бы только что проверяли, да? Так, работает. То есть смотрите, через интерфейс отправляется сообщение игроку, но почему-то здесь оно у нас не определено. Так, давайте я лишние графы позакрываю. Так, этого интерес нужно закрыть. Интеракт пока оставим, это оставим. Так, это закроем. Это закроем. Viewport тоже пока закроем. Ну да ладно, давайте потом разберемся с этим. Так, давайте Start Overlap, Jump и End Overlap. Я их вырезаю, сразу ставлю в свои соответствующие графы. Так, ну и теперь какие мы будем подавать ему данные наши.
Соответственно, нужно создать какие-то точки, якоря, которые мы будем передавать и которые будут служить у нас началом и концом анимации перепрыгивания, ну и, соответственно, перемещения игрока. Поэтому мы создадим два компонента arrow. Так, давайте сразу его развернем. И так, назовем его arrow1. Сразу же создаем arrow2. Пока так, на скидку их поставим. И при взаимодействии мы будем передавать эти данные игроку. Точнее, да, не именно не при пересечении триггера, а при взаимодействии с ним. Так, мы будем отправлять ему мировые координаты этих двух стрелочек. И в целом можно просто поворот блупринта. Get actor rotation. Будем значение по оси Z передавать. Так, теперь мы вытаскиваем нашего player character. И будем отправлять ему сообщение jump start overlap. То есть будем сообщение о том... нет, это не это сообщение мы будем передавать. Мы должны передать ему не что мы пересекли куб, бокс коллизии, да, мы должны ему отправить команду уже начать этот прыжок, да. Поэтому давайте пока... Ну, давайте просто jump start назовем его. Вот. И здесь, получается, начнется логика аним-монтаж, перемещение персонажа и так далее, да? Так, передаем ему координаты первой стрелки, второй стрелки и поворот по оси Z. В принципе, все, больше от BP Jump больше ничего практически не требуется. Ну, потом, конечно, надо будет еще, так как мы можем в две стороны перепрыгивать через бокс, нужно будет еще высчитывать, в какую сторону. То есть, в зависимости от того, с какой стороны мы стоим, от этого будет зависеть, какой именно угол мы будем отправлять персонажу. Так, ну и в целом здесь что мы будем делать? Давайте ориентироваться на вот этот граф. Так, давайте это пока закроем. Так, это тоже можно закрыть. Так, где у нас функция swap squeeze? Так, это не то, это не надо. Start squeeze, вот у нас здесь идет событие. То есть, что мы здесь делали? Мы сначала отключали игроку возможность перемещаться, включали соответствующую переменную. Так, ну давайте я просто, наверное, всю эту логику скопирую сейчас, а потом буду уже разбираться с ней. Так, в первую очередь мы отключаем управление игроку. Так, потом переменную нужно создать новую. Is jumping, да? То есть мы будем знать, что в этот момент мы уже перепрыгиваем через это препятствие, поэтому, чтобы повторно не начиналась анимация, да? Так, теперь у нас будет jump start переменная 1, типа вектор. Так, потом set actor rotation, то есть мы будем его перемещать в точку старта. Далее set actor rotation, то есть у нас будет squeeze rotation, но здесь мы где-то предварительно вычисляли эту переменную. Пока давайте ее... Давайте просто создадим пока новую. Jump rotation. Типа float. Да, что такое?
То есть мы задаем начальную позицию игрока и начальный его поворот. Далее у нас проигрывается аним-монтаж какой-то определенный. Потом у нас проигрывается таймлайн, на котором мы перемещаем персонажа из точки 1 в точку getActor forward vector. Так, это куда мы его перемещаем? На 180 единиц. Почему-то вот так мы решили, да? Ну ладно, это, видимо, у нас было в анимации запечено. Так, ну хорошо. Пока что тоже давайте на 180 будем перемещать его вперед. И в самом конце у нас идет... в целом все. Так, и в конце мы возвращаем управление игроку. Меняем направление, то есть с одной стороны на другое. Поэтому все-таки нам нужна будет здесь переменная jumpstart 2. Так, use control rotation yaw. Возвращаем все параметры в исходное состояние. Так, ну и переменная, что мы возле щели, нам не нужна, потому что мы будем, у нас это будет не автоматически, а при нажатии на клавишу взаимодействия. Вот, и теперь, так, нам осталось определить, как мы получаем вот этот jump rotation, а точнее, как мы получали здесь именно squeeze rotation. Так, вот у нас есть события, можно просто их скопировать также и переименовать. Swap jump locations, назовем его. Так, параметры переподключаем jump start 1 и здесь jump start 2. Jump rotation переворачиваем на 180 градусов и задаем новое значение. Так, теперь, когда мы должны менять, вот swap, вместо swap squeeze locations мы будем вызывать swap jump rotations. Граф. Просто переподключаем это все сюда. Так, давайте скомпилируем, сохраним. Так, в целом, что еще отсюда нужно было бы скопировать? Осталось только вот start overlap, то есть мы здесь задаем... когда мы пересекаем здесь коллизию возле щели, да, то есть мы здесь автоматически задаем точку старта, получаем, да, от старт 1 в старт 1 засовываем, из старта 2 в старт 2. И rotation. Поэтому нужно также сделать, можно в принципе через sequence также это сделать все. Переподключаем это сюда. А здесь мы будем, получается, давайте также вот это все скопируем. И меняем просто переменные. Это ставим сюда. Это сюда. Так, теперь jump start меняем. Ну хорошо, давайте вот так вот set делаем. Split. Это сюда. Сюда. Так, старт 2. И jump rotation. Так, это все пока что можно удалить. Это удалить. Так, и осталось только посмотреть, куда что подключается. Так, по оси по X и по Y у нас идет из события данные.
Это сюда. Это сюда. И второй X сюда. И второй Y сюда. Ну и поворот сюда. Давайте вот так это все приподнимем. Давайте посмотрим, что получается. Так, в целом вроде бы я тут все скопировал, как положено. Давайте в целом посмотрим, не перепутал ли я тут поворот. То есть теперь, когда я буду нажимать F, в другую сторону у нас идет вращение, поэтому нам нужно будет сейчас... Давайте посмотрим сначала, какие именно стрелки мы задаем. Так, скорее всего, нужно поменять их местами будет сейчас. Так, где он? Arrow 1 сюда, а Arrow 2 сюда, скорее всего, так. Нет, все-таки я правильно сделал. Так, и скорее всего просто монтаж не совсем правильный у нас здесь подобран, потому что я его просто скопировал. Поэтому давайте я монтаж пока отключу. И просто проверим, в какую сторону перемещается персонаж и с какой точки в какую. Так, смотрим теперь. Так, где он вообще, этот куб у нас? Так, вот его две точки. Одна и вторая. Ну, давайте по порядку тогда разбираться. То есть, смотрите, когда я пересекаю... Давайте я сделаю одну из стрелок синей. Первая, да, у нас стрелка пускай будет синяя. То есть, смотрите, когда мы взаимодействуем с нашим блупринтом, так, еще нужно вот так вот поставить, точку старт 1 мы отправляем мировые координаты стрелки arrow 1, которая у нас синяя. То есть, по-хорошему, у нас персонаж должен сместиться именно в эту точку. Можно, в принципе, также пока отключить все вот эти вот дополнительные события. И просто попробуем, посмотрим, куда именно перемещается персонаж. Да, вот он перенесся в синюю точку. Но единственное, что поворот не совсем тот. Поэтому поворот, скорее всего, нужно инвертировать. Мы будем добавлять к нему 180 градусов. Потом мы будем делать normalize. И возвращаем вот сюда. Да, вот мы переместились и встали в эту точку. Все, теперь управление у игрока недоступно. А теперь давайте смотреть, куда он будет перемещаться у нас. Возвращаем ему... Так. Возвращаем ему таймлайн. Play from start. Здесь мы будем... Можно сделать даже не так. Можно в целом просто подавать сюда вот это значение. В B. Ну и давайте смотреть. Вот мы переместились, и потом можем спокойно идти дальше. Но единственное, что свап не совсем работает, да? Ну-ка давайте. Попробуем перепрыгнуть. То есть по-хорошему у нас должен был сработать свап. И теперь, когда мы должны были подойти к нему, скорее всего, да, надо просто другие подавать значения, в зависимости от того, с какой стороны мы подойдем. И как мы это будем определять. То есть мы можем либо с помощью двух разных бокс-коллизий это делать, либо так.
Надо подумать, как будет проще и быстрее. То есть эта механика сейчас не работает даже если с первого раза подойти, потому что она у нас всегда настроена только в одну сторону. Нам нужно как-то подавать, переключать координаты стрелок, да, то есть менять их местами в зависимости от того, с какой стороны мы подходим. Ну, скорее всего, нужно будет, да, двумя бокс-коллизиями это реализовывать. То есть давайте один бокс, точнее не бокс интеракшн, ну, точнее, да, даже надо два бокс интеракшна делать. Один сделаем вот такой вот сюда, поменьше чуть-чуть. Ну и второй смещаем просто в другую сторону. Точно такие же нужно ему настроить параметры, чтобы он реагировал только на пауна. И точно так же begin overlap и end overlap. Пока что их просто так же сюда подключим. Так как мы не можем одновременно два бокса пересекать, поэтому можно в целом просто вот так вот совместить. Ну хотя нет, да, давайте лучше вот так вот сделаем. Вот так и вот так. Но перед тем, как менять направление, точнее, перед тем, как это все делать, нужно будет здесь задать одну переменную направление. Давайте напишем, назовем ее reversed, то есть обратное направление, да? И получается, мы будем задавать это значение при пересечении второй коллизии, одной из коллизий, мы будем задавать ей значение true, то есть что перевернуто, и, соответственно, мы будем менять местами здесь стрелочки, когда мы будем передавать их координаты. А здесь мы будем задавать reversed false. Так. И, соответственно, здесь теперь нужно будет, скорее всего, через switch, да, будем делать. Ну, не через switch, а через branch. То есть, если не перевернуто, мы передаем стандартные значения. А если перевернуто, то мы делаем такие же значения, только наоборот. Так, и теперь нужно поменять их местами здесь. Arrow 2 и Arrow 1. Давайте попробуем запуститься, проверим. Так, подходим с этой стороны. Переместились, получается, в ту точку. Теперь с этой стороны в эту точку, да? Ну и, соответственно, не нужно будет переворачивать здесь угол, поворот персонажа. Давайте смотрим еще раз. Подходим с этой стороны, нажимаем F, перепрыгнули, нажали F с этой стороны. Точнее, нам нужно выйти, зайти, и точно так же пересекли в эту сторону. Так, хорошо. В целом, пока что работает. Осталось теперь дополировать, то есть внести нужные исправления, то есть анимации. Так, давайте я пока сквиз закрываю. Где он у нас? BP. Это у нас у персонажа. Так, пока не закрываем. Так, получается, здесь нам осталось подключить монтаж, то есть создать анимацию. Скорее всего, я в этом видео уже не буду ее создавать. Я либо возьму готовую из проекта Game Ability Sample Project, по-моему, называется, у эпиков, там, где куча всяких анимаций через motion matching работает, то есть там есть такие анимации перепрыгивания через препятствия. Возможно, я возьму ее оттуда и сделаю ретаргет.
Скорее всего, да, потому что сейчас мне нужно немножко ускориться, поэтому с нуля эти анимации делать не буду. Также нужно будет еще настроить такой момент, что, смотрите, когда мы пересекаем, попадаем в этот бокс, у нас появляется виджет, но как только мы из него выходим, он у нас исчезает. Так. Хотя, наверное, все здесь очень просто. Скорее всего, мне нужно будет просто их немножко... Так, подумать надо, когда мы будем показывать виджет, когда нет. То есть, когда мы выходим из бокса, из первого бокса вышли, он у нас отправляет событие в Vector Component Box and Overlap. Он у нас прячет виджет и выключает line trace игроку. Соответственно, потом, пока мы перепрыгиваем, мы по-хорошему попадаем сразу в следующий бокс, и он должен снова вызвать уже другое событие Box Begin Overlap и должен запустить line trace персонажу. И, соответственно, по идее, виджет должен появляться, когда я буду перепрыгивать через него и смотреть. Но он, видите, как видите, почему-то не появляется. Появляется только тогда, когда я выхожу из бокса, из коллизии и захожу снова. То есть нужно здесь попробовать через printstring, скорее всего, выловить. Давайте я буду здесь через printstring вылавливать. Здесь будем писать end. И здесь end. А здесь будем показывать begin. И здесь тоже begin. И посмотрим, в каком порядке они у нас вызываются. И тогда уже будет понятно, как решить. Так, вот begin у нас получился. Нажимаем F. Работал end, begin. В целом должен работать. Здесь у нас вызывается вот этот вот event. Отправляется персонажу сообщение. Actors. Так, Start Line Trace Interaction. Ну, давайте у персонажа теперь отслеживать Line Trace. Так, где-то была тут граф. Был граф отдельный. Граф Interaction. Один из самых первых. Вот он. Так, давайте через printstring решим сюда. Start Line Trace. То есть очевидно, что выключается Line Trace в какой-то момент. А здесь вызываем End Line Trace. Ну, давайте теперь следить за этим. Так, смотрите, сейчас должно начаться Begin и Start Line Trace, да? То есть Line Trace у нас запустился у игрока. Нажимаем F. Он не успел проследить. Слишком быстро исчезает. Давайте я поставлю 5. И здесь тоже длительность 5. И то же самое у BP Jump. Давайте смотреть, в каком порядке. Хотя, скорее всего, давайте вот так сделаем по-другому. Я сейчас просто в буфер сохранил скриншот. В каком порядке вызывается? У нас, смотрите, идет end line trace, end, потом start line trace, begin. Нет, давайте еще раз. Не успел, видимо, сделать скриншот. Так.
Давайте смотреть. Вот у нас мы перепрыгнули, у нас сработал end-line trace, то есть вот эта вот логика. То есть мы вышли из этой коллизии, у нас сначала появилось сообщение end, вот оно. Точнее, сначала end-line trace, потому что сначала отработал error компонент, потом вышло сообщение end. Хорошо. Потом мы попали в следующий бокс, у нас отработал вот этот begin, start line trace. И еще раз start line trace. Почему-то он 2 раза у нас сработал. Так, end, begin, start. То есть уже после begin сработал еще раз line trace. Скорее всего, мы попали просто, я знаю в чем проблема, мы просто попали в зону действия другого объекта, поэтому он перехватил у нас виджет взаимодействия, поэтому нужно просто немножко передвинуть в другое место. Скорее всего, проблема решится сейчас. Двигаем. Да, теперь все работает. То есть один из недостатков моей системы взаимодействия в том, что у каждого объекта, с которым можно взаимодействовать, есть свой бокс, при попадании в который он выключает виджеты у всех других, и, то есть перехватывает, да, и получается показывает только у себя. То есть если я сейчас сюда подойду, то здесь виджет уже не появится. Ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, потому что будет путаница, если у нас будет 2 объекта рядом, и на обоих появится кнопка взаимодействия, да, то есть игрок не будет понимать, с каким он сейчас будет взаимодействовать. Поэтому мне, конечно, придется за этим следить, чтобы знать, что никаких проблем потом не будет с игрой. Ну а в целом так механика рабочая. То есть, смотрите, так я подойти не могу, конечно же, да. Можно, конечно, сделать коллизию повыше, невидимую, да, чтобы персонаж не мог перепрыгнуть через него. Ну, скорее всего, так и сделаем. Да, давайте. Так, сделаем обычный бокс коллизии. Назовем его бокс блок, да, то есть мы не будем пропускать просто никого. Так, сразу ему в свойствах ставим overlap all dynamic, точнее блок all dynamic просто поставим. Можно даже просто, ну ладно, нет, хотя давайте максимально облегчим. То есть мы все поставим ignore, а будем паунов только блокировать, да? И, соответственно, этот блок нужно поднять побольше, повыше точнее. Такой невидимый куб сделать, чтобы мы не могли через него перепрыгнуть. Ну, соответственно, потом нужно будет подгонять его под размер меша. То есть теперь я через этот бокс перепрыгнуть не смогу. Но я, конечно, зацепился тут за вот эту ступеньку. Надо сделать ее чуть-чуть пошире. То есть теперь я запрыгнуть не смогу. То есть, видите, я пытаюсь прыгнуть, не получается. Но если я нажму F, то мы спокойно перепрыгиваем. Ну и, конечно, анимацию нужно будет добавить потом. То есть сейчас у нас персонаж просто пролетает через этот блок. Ну а в целом потом подготовить определенные статик меши, какие-то ящики, коробки, еще что-нибудь, да, и подготовить анимацию, и в целом механика готовая. То есть ее, в принципе, не нужно связывать с системой взаимодействия, точнее, с системой сохранений. То есть это не одноразовый какой-то предмет. На карте, в принципе, тоже не обязательно его отображать, поэтому больше ничего здесь в целом придумывать и не нужно, такая простенькая механика. На этом видео все. Напоминаю, что сейчас открыт прием заявок на закрытый плейтест игры. Ссылку я прикреплю в описании, поэтому кто желает поучаствовать в закрытом плейтесте, переходите по ссылке, заполняйте форму, и в конце, ближе к выпуску демо-версии, скорее всего, я запущу этот плейтест и уже свяжусь с теми, кто подал заявки. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.